Друзья, всем привет! Времени на какие-то дальние поездки нет, да и такая жара, непонятно куда ехать. А вот сейчас вечер, буквально на пару часиков, и я приехал на ближайший прудик. Интересно, я здесь никогда не ловил, но вот периодически проезжал его. Видел, зимой здесь сидели. Он совсем небольшой, сейчас здесь не видно. Вот здесь он заканчивается, здесь ручей запруженный, смотрите, здесь завалы деревьев такие. В принципе, он весь такой заросший, крапива. Сейчас не знаю, можно будет пройти по берегу или нет. Ну, посмотрим. Мормышить сегодня буду. Совсем такие легенькие головки. Нано-джиг, мормышинг. В общем, так будем водоем разведывать. Есть здесь рыба вообще? Нет. Смотреть. Давайте. Начну. Вот у меня просто готовая была мормышечка. 0,2 грамма. И совсем маленькая резиночка. Жара стоит, но вот дождь прошел. Кратковременный. Так, опа, сразу что-то клюнуло. Буквально полчаса прошел дождь, поэтому так много вот листвы. Там что-то прыгает. Какая-то жизнь есть. Интересно. Да, много мусора, вот, но вода прозрачная. Ну и там дождь такой, знаете, он прошел и сразу же все испарилось. Потому что такая жара невыносимая стояла. Но сейчас вот хоть полегче дышится. Комаров очень много. Да, но здесь я чувствую еще и ветки на дне, одни завалы. Интересно. Первый заброс был контакт такой какой-то непонятный. Не успел я среагировать. И когда подходил, какой-то малек вот от берега отходил. Сейчас у меня такая вот универсальная приманка. И белая, оп, и белая рыба на нее может клюнуть. И окунь будет хорошо есть. Вот если бы не дорога рядом, за спиной, здесь вообще так птицы поют, заросли такие. Прям дикие места получились бы. Сейчас на любом водоеме, где есть подходы, какие-то пляжики, везде народ не протолкнулся, купаются все. А тут из-за того, что здесь такие заросли по берегам, завалы, мусор, ну мусор, в смысле ветки, здесь вообще нету никого. Опа, поклевочка. Интересно. Неужели щука? Ну прям, не знаю. Я проверял, вроде нормально все было. Неужели щучка? Ну ладно, сейчас перевяжемся. Пока стоял, ловил, видел какого-то типа подлещика. Проплывал прямо мимо. Поэтому сейчас попробую мотыля поставить. С акцентом на белую рыбу тоже. Может быть, великоват крючок у меня сейчас стоит. Есть мормышечки поменьше. Ну, тоже нормально. 0,2 грамма. Опа, есть. Свалился
первый окушок, но такого размера. С палец. Ну, значит, окунь есть. Если такой есть, значит и покрупнее есть. Будем пробовать сейчас. Может быть, увеличу размер приманки. Сделаю акцент на окуня покрупнее. Это совсем мотылик мелкий. Так, ну так как окунь клюнул меня, сейчас поставлю изик 2-дюймового. Будем проверять более крупного окуня. Есть ли он здесь. Опаньки. Был контакт. Есть. Ну вот, покрупнее приманка и окунь уже нормального размера. Рыба здесь и есть. Вот такой окунек. 2 дюйма. Заглотил. Изика. Интересно, значит и покрупнее есть. Давайте пробовать тогда упираться. Есть. Уже под берегом. Ну, такой же, как и предыдущий, можно сказать. Насколько он тут грамм? 50, дай бог. Также заглотила джиголовка. Второй. Счетчик не взял, надо было счетчик взять. Оп, догнал. Начал выматывать. Но пока вот стандарт. Третий уже такого размера. 30 грамм. Давайте отпущу что-то. Так, придется воспользоваться инструментиком. Ай, все. Про изик скажу, мне очень нравится. Вот какая вообще заново для себя открыл изик. Я обычно ловил на шарнирном соединении с чебурашкой, с двойником, жереха там на более тяжелых весах. А тут вот на совсем легком, где-то грамм, 1,5 грамма джиголовка. И он совсем по-другому открылся для меня. Он за счет того, что вот он такой плоский с одной стороны. И вот на таких вот мелких подтяжках, на дроче таком, он такую игру вот делает. То есть он роллинг такой сбоку на бок. И мне кажется, это прям вообще супер игра получается. Ну вот, поэтому сейчас такую проводку задаю, вот именно не просто ступенька, а вот именно подыгровка. Более резкие такие подергивания, более плавные, иногда просто такой типа твичинга, и он играет очень здорово, мне очень нравится. И вот как приманка на джиголовке, мне прям она очень нравится. Опа, сверху поклевка в верхнем слое, в верхнем горизонте. Еще даже не успела приманка. Я еще полегче поставил. Интересно. Ура!
Здесь целая стая окуней стоит в прибрежной затравке. Прям таких вот они именно голодные, злые, их много. Это когда только подкинул, сразу прям со всех сторон налетели. Интересно, но сейчас, наверное, они все уже свалили после того, как я вытащил. Такая прям банда местная, которая ходит и кошмарит мелочевку под берегом. Опа! Можно подзатянуть. О, вот это покрупнее, это хороший. О, вот это нормальный окунек. Смотрите какой. Это прям вообще зачет. Толстый какой. Хороший окунь. Класс. Надо зафотать его. На этот раз Swing Impact 2 дюйма. Но здесь, я думаю, ему все равно, что там было бы. Потому что он здесь, я говорю, вот такая стайка. Он здесь ажиотаж прям такой. Он очень жадный. Поэтому реагирует вот даже на падение такое. Сейчас посмотрим, ушла стайка это или нет. Ветку какую-то зацепил. Прям совсем на меляке здесь по щиколотку. Я подошел, вот он стоял даже здесь рядом, но испугался меня и ушел. А вот туда кидаю, где он меня не видит. И сразу там. Ну все, наверное. После того, как я вытащил вожака их. Все, отошел. Ну, опять эта стайка подошла, мелких совсем. Вот, оп, оп, есть. Прям он ходит стаями, такими, штук по 10 вдоль берега. Прикольно. Стайная охота уже, такой мелкий, и вот стайками охотится. Он даже не хватает. Не может он заглотить. Длинновата приманка для него. Но видите, и крупный тоже вместе с ним где-то есть. Когда вот такой стай ходит, он очень агрессивный, конкуренцию чувствует и хватает вообще сразу, не думая. Все, что шевелится. Ему главное быстрее схватить, чем его напарники. Друзья, ну вот я уже в дальний край водоема подошел. И здесь, по ощущениям, вот как раз окунь здесь держится. Здесь и вода как-то она попрозрачнее, трава совсем другая растет, песок на дне, там ил был. И вот здесь прям стайки окуней ходят, такая прикольная ловля получается. Но вот водоем совсем небольшой, здесь под полотенем какая-то такая дамбочка. За счет этого пруд существует, потому что так это ручей течет здесь. Ну прикольно, сейчас у меня еще, наверное, полчаса есть до того, как темнеть начнет. Сейчас еще проловлю здесь, может быть, успею на ту сторону сходить, чуть половить. Есть. Ну, это малек совсем. И то вот размером с приманку. Довольно длинный получается. Swing Impact 2 дюйма. Ова. Оп.
есть. Прям видел, как он шел за ним и сожрал. Ну, не знаю. Смотрите, причем полностью сожрал. Несмотря на то, что совсем мелкий. Есть. Вот он чуть подальше. Бровка ощущается такой вот прям перепад. Ну отдай. Ну зачем? Ну отдай. Ну хорош. Проглотил мою резинку. Ну зачем? И она ж невкусная. Точнее вкусная, но несъедобная. Сожрал. Сожрал таки. Будет повод поменять. Поставлю что-нибудь. Свинка импакт. Киты как. Если набрал после того, как на ручье половил, у меня там все закончилось. Попробуем машинное масло поставить. Изик. Ну, я думаю, мы тут по барабану вообще. Если может он ее заглотить, он ее заглатывает, потому что здесь прям этих мелких окуней много. Именно в этом месте причем. До этого я шел, там не было такого количества окуней. Сейчас надо поровнее насадить. Там получается согнутый. О. Он даже вот по ощущениям он там подальше на этой бровке. Прям поактивнее. Это вот не так. Оп, есть. Сразу же. Изик сразу. И все... Ну опять что ли? Нет, ты так меня разоришь, дружок. Выплюнул в конце он. И неохота рукой залезать в воду. Неохота, но придется. Сниму перчатку, не мочить. Все заглатывают так. О, вода теплая. Уверенно заглатывает резинку. Несмотря на размер. Думаю, их там тоже стоит в количестве. Так же, как и под берегом я видел. Он оттуда и выходит с этой бровки. Там бровка незначительная, буквально перепад небольшой. И он оттуда набегами вот сюда выходит. Вот сразу же. Вот покрупнее, что ли. Вот, он прям за бровкой там стоит сразу. Не дает упасть ей. Так, сейчас поаккуратнее надо приманку, чтобы он не сожрал. Оп. Да, прям уже в желудке у него хвост был. Такого размера, что хвост в желудке, а джигаловку видно. Торчит из пасти. Опа. Видно, когда стайка это пошла за ним, я там поверху вел. Прикольно. Вот заглотил. Опа. Ну, короче, в траву выходит, и прям поверху специально. Над травой, на это быстро. И прям видно, отделились так несколько. Из травы пошли. Так.
Опа. Как азартно он его, да, догнал прям поверху. Можно было бы Тавади какой-нибудь, знаете. Он бы, я думаю, так же его пожирал бы сверху просто. Друзья, ну все, уже практически темно. Вот за моей спиной весь пруд. Здесь сколько? Ну, метров 200 я оцениваю. Так, я по одной стороне прошелся. Ну что, прикольно, окуней половил. В принципе, времени у нас совсем мало было. Напишите, пожалуйста, как вам такой формат. У меня такие выезды, ну, они прям кратковременные. Интересно вообще. Если интересно, то я буду снимать и выкладывать. Потому что время на нормальной рыбалке полноценной практически нету. Вот так, сейчас выезжать надо куда-то далеко. А вот такие водоемчики и просто вот пруд, который я много раз проезжал, решил сегодня было время посетить и, в принципе, интересно провел время. Если вам тоже было интересно, пишите, буду выкладывать такие видосы. Так, всем пока.